Всем привет на моем канале. Сегодня будет видео опять про моновпрыск, профилактика моновпрыска. Мы столкнулись с такой проблемой, как утром машина стала плохо заводиться. Тут, в общем, есть два подозрения. Это, значит, сам бензонасос, который может не держать нормального давления. Или, может быть, что-то попало или плохо держит вот этот вот клапан давления. Но пока мы еще до клапана давления как бы не добрались, вот вы видите, я снял контактную группу, это вот подача питания вместе с датчиком входящего воздуха. Вот он здесь вот находится. То есть открутил и снял контакты эти. И оттуда достал форсуночку. Форсуночку мы промыли. Значит, вот здесь вот на форсунке есть сеточка. Вот мы ее промыли, и промыли саму форсунку. Как вообще проверять форсунку, как ее промывать, есть много видео в интернете. Можете посмотреть на других каналах. То есть надо в подачу собрать небольшую схемку такую для подачи очищающей жидкости и подавать просто питание на форсунку и нагнетать давление в системе, чтобы через форсунку эта жидкость проходила и чистила, был нормальный распыл. Но мы это делать не стали. Почему? Потому что машина у нас тянет, расхода у нас нет. И я думаю, что смесь там распыляется нормально. У нас проблема другая, то есть у нас идет или недостаточное давление, или утечка давления после стоянки. Да? То есть вот этот клапан, он просто не держит. Сейчас мы его будем снимать. Значит, что еще я хочу сказать. Вот второй моновпрыск. И сейчас я покажу. То есть вот здесь вот как снять эту форсунку, мы отворачиваем. Снимаем эту вот крышечку. И здесь находится вот сама форсуночка, да. Вот. Она снимается очень легко. То есть это в сторону. Вот это отведем в сторону. Неудобно снимать. И можно вот так вот аккуратненько потянуть. И все. Вот у вас форсунка. Форсунка у вас уже. Вы ее достали, извлекли. На форсунке вот здесь вот есть уплотнительное колечко. Надо посмотреть, чтобы оно было целое здесь и вот здесь. То есть вот это вот со старого моновпрыска у меня форсунка. Значит, вы ее промываете, ставите ее назад. Проверяете, если надо, распыл. Значит, тут есть плюс-минус, но перепутать вы его не перепутаете никогда. Почему? Потому что вот эта вот группка контактная, она просто не оденется, если вы неправильно поставили форсунку. Вот здесь вот есть пазик. И вот подкрутили немножко, чтобы у вас все это совпало. И вот пытаетесь назад одеть. Вот мы одели. Все одели. То есть плюс-минус у вас будет совпадать. Чтобы снять этот клапанок, то есть там надо снять пластмассовую скобку. Она поддевается отверткой. Очень просто. Отворачиваются 4 болтика. И снимается металлическая скоба. Вот там я уже снял вот эту вот скобу. Она вот здесь вот стояла. И выкрутил 4 болтика. Снял вот такую вот обойму. Вот. И сейчас мы будем доставать этот клапан давления. Или как он там. Перепускной клапан давления, наверное. Или обратный клапан, который не дает утекать давлению на стоянке. Сохраняет давление в системе. Значит, вот снят колпачок. Перед этим мы все это дело смочили очистителем карбюратора, чтобы это немножко откисло. И вот вы видите, как выглядит тот самый клапанок. Значит, пружинка, мембрана, и там сейчас мы снимем, посмотрим, что дальше. Снимать и показывать очень неудобно, поэтому почему еще надо соблюдать осторожность, чтобы эта пружинка никуда не улетела, надо это делать очень аккуратно. Снимал я обычными плоскогубцами, то есть взял вот плоскогубцами крышечку эту вот так вот обхватил и кверху ее приподнял. Значит, вот
Сейчас, чтобы так свет падал. Вот этот клапанок, он тоже здесь есть маслянистые отложения. Снимать надо аккуратно, чтобы не порвать мембрану. Промыли мы его очистителем карбюратора очень аккуратно от всех отложений. И сейчас слабым давлением из компрессора мы его просто высушим. И вот надо, чтобы обратить внимание, вот если на это понажимать, там есть такой свободный ход. Чик-чик-чик-чик, оно вот так вот, ну, оно вот так вот нажимаем и чувствуем, как она под рукой ходит. Ходить должно свободно, без заеданий. Мембрана должна быть целая. Ну и обратим внимание уже непосредственно в корпус, чтобы там не было никаких отложений. Там, ну, надо как бы промыть, посмотреть, прочистить. И можно собирать назад. Значит, обращаем внимание, чтобы вот эта вот поверхность на самом клапанке была идеально чистой. Также, когда вы тут убрали вот в корпусе всю грязь, вот эта вот латунная тарелочка тоже должна быть у вас идеально чистой. Что может еще вообще произойти? То есть от какого-то загрязненного топлива сюда просто может попасть соринка, и при открытом, когда создается давление насосом, бензонасосом, клапан открыт, а потом, когда вы приехали, допустим, ну, банально заглушили машину, клапан закрывается, и под ним осталась сориночка, и тогда давление упадет. То есть клапан держать не будет, давление будет падать, и оно, грубо говоря, просто, ну, сольется бензин весь и все с системы. Поэтому вам по утряне, может, иногда приходится там несколько раз стартовать, чтобы нагнать это давление. Опять же, как бы вы стартуете, то есть нагоняете, а клапан не держит, и получается вот такая ситуация, что вам очень много раз надо заводить машину, чтобы там, ну, образовалось какое-то, значит, давление, которое позволит вам запустить двигатель. Решение проблемы вообще можно найти по-другому, просто надо раскрутить эту всю систему, ну, снять крышку снять, верхнюю крышку моновпрыска снять, взять, набрать в шприц бензина и просто банально шприцануть туда бензин вообще в моновпрыск и попробовать стартануть. Если машина у вас завелась, схватила сразу при этой процедуре, то, ну, 99%, что это у вас, значит, барахлит этот редукционный клапан. Когда начинаем собирать систему, обращаем, чтобы в самом корпусе не было никаких отложений, которые могут также повлиять на его работу. Ну вот мы видим, что здесь есть маслянистые какие-то отложения, да, их надо убрать. Еще надо обратить внимание, вот эта зажимная скоба, она не имеет формы квадрата, а она у нас сделана, ну, небольшой прямоугольник, поэтому ее надо грамотно поставить, потому что если вот, например, вы поставите ее вот так, то не все отверстия совпадут. И, ну, ее придется перевернуть, вот, например, вот так. Так. Здесь вот, кстати, есть меточка справа, таких два штришка, и, видимо, они, ну, и служат для того, чтобы как бы запомнить это вот направление. Значит, еще на что можно обратить внимание, при зажимании, чтобы ничего не перекосило, можно, значит, можно зажать только два пока винта, это удобно, а потом зажимать уже, то есть крест-накрест мы зажимаем, да, два, чтобы оно стояло, потом зажимаем и ставим, и зажимаем еще два. Вот я зажимаю, ну, винтики идут легко, поэтому для начала я использую обычную просто крестовую отверточку, так вот, чтобы не слезать грани там под звездочку. А потом мы сейчас возьмем звездочку и их затянем. Затягиваем чисто от руки, никаких усилий. Почему? Потому что, ну, здесь все нежное. Вот просто так чуть-чуть подтягиваем. Взята звездочка. И вот звездочкой от руки крест-накрест. Крест-накрест я подтягиваю. Это все. Вот от руки. Ну, правда, конечно, руки тоже у всех бывают. Сила
разное, но вот так вот, если аккуратненько подтянуть, без фанатизма, ну, этого как бы достаточно, чтобы это хорошо обжалось. Все, сейчас мы поставим назад форсунку. Больше здесь промывать, что-то чистить я не вижу никакого смысла. Машина у меня на скорости работала прекрасно, замечательно. То есть мы сейчас ставим форсунку, одеваем, собираем эту всю систему. Не забываем после всего вот этого, как мы зажали, установить вот эту вот скобу. Мы сейчас ее поставим, чтобы у нас... Вот надо аккуратненько продеть сюда все проводочки. Вот так вот. Вот, и она очень так вот просто элементарно ставится. Вот, все. Вот она стоит. Все чуть поправим. Все. Все, моновпрыск мы собрали. Значит, поджимаем все соединения. Я сейчас поджал топливную подачу, обратку, одели все штекера. Еще раз убеждаемся, что ничего туда не попало. И, в принципе, можно производить запуск. Я пока сапун собирать не буду. Можно, в принципе, стартануть и без него. И крышку ставить также не буду. Сейчас посмотрим, как это все дело у нас заработает. Да, забыл с самого начала всех предупредить. То есть обязательно снимаем клеммы с аккумулятора. То есть вот сейчас мы ставим их назад для того, чтобы нам завести машину. Все работы производим со снятым напряжением. Когда мы снимаем напряжение, пока мы производим работы, у нас мозги автомобиля, они просто автоматически обнуляются. Там 10-15 минут и как бы происходит обнуление. То есть даже если вы что-то здесь неправильно одели или что неправильно сделали, то вы не навредите этим, не будет никаких ошибок. Все, напряжение подано, идем заводить. Значит, включили мы зажигание и пробуем. Машина завелась неустойчиво, ну, понятное дело, осталась часть каких-то там, значит, соединений очистителя всего, но она завелась. То есть при первом включении зажигания насос накачал давление, клапан его держит, и машина завелась. Обороты, вы видите, чуть-чуть повышенные, 1000, где-то 1100. Машина холодная. Вот, пробуем машину заглушить. Подождем, значит, минут 5-10. Если у вас клапан этот, что-то с ним происходит, то давление упадет. Вот мы заодно и проверим. А пока я вам сейчас еще, значит, хочу сказать, значит, что надо вот эту работу производить очень аккуратно. То есть эта деталь требует большой повышенной ответственности. Все детальки здесь очень хрупкие, корпусом сделаны из алюмина. Поэтому при всей работе мы должны применять осторожность. У меня вот этот, значит, моновпрыск, ну, как бы он сейчас является запасным. То есть, хотя он полностью рабочий. Единственное, только в нем когда-то при снятии, там он, по-моему, где-то, я уже не помню, обломался штуцерок. Вот здесь вот обломались вот эти пластмассовые штуцерки. Но даже, в принципе, где-то он у меня лежит, по-моему. Или его можно отсюда аккуратненько выпрессовать, запрессовать новый. Вот. Или взять и посадить на термоклей старенький. Я так думаю, что проблема моя решилась. Давление, если бы бензонасос не держал давление, то она бы, опять же, сейчас было бы то же самое. Давление в системе я пока мерить не стал, но у меня имеется вот такой вот манометр.
То есть это вот обычный манометр. Значит, вот такой вот тройничок. Шланги собираем. И вот сюда в систему его можно, в подачу его в систему можно вот так вот врезать. И заводить машину, смотреть, какое давление выдает нам бензонасос. Ну, на рабочей машине оно должно где-то быть порядка 0,8, 1,2. А если мы заглушаем магистраль, пережать шланг там плоскогубцами или что, но он должен возрасти где-то до порядка 3 атмосфер. Ну что, если что-то с клапаном случилось, или что-то произошло, я думаю, давление уже упадет. И сейчас будет пуск, значит, второй пуск. Вот. Ну, если там что-то неправильно, там что-то, наверное, то уже давление упадет. И сейчас просто пуск будет, соответственно, нестабильный. Вот, пробуем. Как вы видите, все нормально. Машина заработала, обороты 1200. Чуть-чуть подняты, машина холодная. Пуск был идеальный с первого запуска. Значит, будем считать, что мы проблему устранили. Всех благодарю за то, что вы посмотрели это видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до свидания.